Всем привет, с вами Дэн, и у нас российская часовая марка Александр Диаган. Как видите, большая деревянная коробка, это их самые дорогие часы, так что бренд активно развивается. Я считаю, что это шаг вперед. Но давайте открывать, смотреть, что там внутри. Опа! И здесь турбион, да еще какой, прям сразу, да, сразу у нас золотые купола, сразу златоглавая. Давайте, кстати, подушечка хорошая. Сейчас часы немножко в сторонку отложу, для того, чтобы разобраться, чего тут еще есть в коробке. Значит, во-первых, это гарантийная карточка через QR-код, 2 года гарантии. Кстати, для турбиона это прям хорошо. Дальше, Moscow Tourbillon Limited Edition, лимиточка, тут прям уже по красоте все, качество продукции, госстандарт, параметр точности, надежности, круто, молодцы, и здесь и механизм есть, и сразу характеристики, нержавеющая сталь с PVD покрытием, золотистое, да, у нас сапфировое стекло, камень авантюрин на циферблате, 3 атмосферы, точнее 30 метров, да, у нас водозащита, то есть руки помыть, под дождь попасть, кожаный браслет, ну и по механизму 21 камень, запас хода 52 часа, 21 600 полуколебаний в час. Все написано, и как эксплуатировать тоже. И вот, смотрите, что здесь еще есть интересный буклетик. Сейчас мы его вытащим. Большущий. Храм Василия Блаженного, Москва. Класс. Класс. Здесь прям такое необычное оформление. Идет у нас, соответственно, гравюра, да, некая. И дальше идет описание. О, прикольно. Ну, это интересно, я такого не встречал, чтобы именно вот так это было оформлено, такая как будто бы буклетик интересный, с красивыми рисунками, с описанием, и это здорово. Это здорово. Почитать, полистать, вспомнить историю, может быть, кто-то даже ее не знает. Классно. И знаете, вот как в целом воспринимается это как уже некий продукт, да, все вместе, я бы сказал, это идет такое вот как бы, ну, подарочное явно издание от Диагана. Здорово, молодцы, это что-то необычное по комплекту. Ну, для нас с вами, конечно же, как всегда, самое главное часы. 100 штук всего таких часов выпущенной будет продаваться, цена 100 тысяч рублей. По характеристикам мы с вами уже прошли, давайте сейчас смотреть более детально. Единственное, что еще добавлю, здесь на сапфире есть еще покрытие защитное от отпечатков пальцев. Это такая, уже я бы сказал, фишка, наверное, бренда. И давайте по размерчикам все-таки пройдемся, потому что, ну, согласитесь, вопрос такой немаловажный. Корпус здесь кажется как двухобъемный, а с нижней части 42 мм, ну и верхняя часть ранта она немножечко поуже. По высоте 12,9. По ремешочку давайте посмотрим, можно ли тут активно ставить сторонние или нет. 22, так что можно будет, да, практически все, что хотите поставить. И 49,4. От ушка до ушка. Ну, мое запястье 18,5, и вот такая у нас получается посадочка. Ну, часы достаточно универсального такого размера, они чуть крупные, если говорить про современные тенденции, что у нас обычно все меньше 40 мм, но сразу вспоминаем, что здесь, во-первых, турбион, а во-вторых, конечно же, это изображение на циферблате. Поэтому здесь все это занимает и место, и понятно, что к этому притягивается взгляд. Ну, по поводу турбиона, если вдруг кто не знает, то турбион используется, это такое усложнение, считается там король усложнений. Вот он здесь у нас у отметки 6 часов, и это для компенсации влияния земного притяжения, повышает точность. Ну и да, считается царь усложнений, плюс он достаточно красив всегда, особенно когда на циферблате есть только 2 стрелки, как в данном случае, да, 2 стрелки с люмом, ну и в принципе турбион. Понятное дело, здесь много всего на циферблате, и в первую очередь как раз таки эти часы уж точно не для того, чтобы по ним считывать время. Ну согласитесь, что здесь это делать достаточно трудно. Эти стрелки золотистые, да, там есть полоски люма, но у нас здесь золотистое окошко
у турбиона, здесь золотистый корпус сам по себе, и еще звезды, которые на циферблате, еще сам собор Василия Блаженного, поэтому в плане читаемости здесь, ну как бы вы понимаете, что нет. Но эти часы точно не для читаемости. Эти часы, как я уже говорил, могут выступать как некими подарочными, могут выступать коллекционными, могут выступать теми, которые вы будете надевать по какому-то интересному событию, на праздник, там, да, на удовольствие. Ну, короче говоря, это специфическая модель. И таких моделей достаточно много на рынке, в том плане, что есть часы, где не про то, как считывать время и носить их каждый день, а именно для вот каких-то интересных, уникальных моментов. Но при этом возможно, что вы, скажем, любите как раз выделяться, может быть, какая-то толика китча, поэтому вам это зайдет и на каждый день. Но я не думаю, что в основном, конечно же, это часы не на каждый день. Кроме того, в плане считываемости, например, само по себе времени, да, давайте эту тему уже закончим, то здесь у нас как будто бы, да, на куполе 12, потом 1, 2, 3, 4, ну а дальше, в принципе, здесь еще много звезд, поэтому здесь звезды тоже нельзя как бы использовать для того, чтобы определять часы хотя бы. Ну, понятно, что мы знаем, что час, минута и плюс-минус примерно мы поймем, сколько времени. Но опять же, возвращаясь, здесь это не имеет, наверное, никакого значения. Давайте смотреть по корпусу для начала, потом цифры, потом посмотрим еще механизм. Значит, классический корпус, я бы сказал, такой вот 2000-х, 2010-х, потому что он, вот как я уже говорил, двухобъемник. То есть чуть шире нижняя часть корпуса, чуть выше рант. И как раз вот для такого плана часов, которые хотят привлекать внимание, это часто применяется. Потому что получается, что у тебя просто чуть выше корпус, да, чуть больше широта вот этого боковых частей, и она придает такой солидности, я бы сказал, да, модель. Но при этом ушки достаточно узкие, достаточно длинные, и она немножко облегчает всю эту конструкцию визуально. Приплюснутая такая немножко луковичная головка. В плане отделки по полировке, понятное дело, что здесь у нас еще покрытие PVD, все полностью зеркальное. Сделано очень даже приятно, ну, понятно, и цена не низкая. И в плане того, что где-то что-то впивается, режется, нет, здесь все очень аккуратно по корпусу. Он такой, как я вот уже говорил, да, именно достаточно сглаженный со всех сторон. Дальше кожаный ремешок под крокодила. Системы быстрой замены здесь есть, так что можно ставить сторонние ремешки, достаточно быстро все это менять. Застежка бабочка, то есть такая не толстая, да, что называется, так здесь у нас, опа, брендированная. Коричневая под золото, естественно, всегда такой беспроигрышный вариант. Ну и под задней крышкой можно рассмотреть этот самый механизм. Здесь, кстати, он, между прочим, уже с надписью Александр Диоган, то есть они заказывали когда, да, сразу же его брендировали. Москва, да, собор Василия Блаженного. Номер индивидуальный здесь есть на каждых часах. Ну и вот, собственно, механизм с красивой отделкой, ручной подзавод. Китайцы давно уже научились делать турбионы качественно и достаточно доступно. Сами понимаете, да, здесь цена не миллион на такие часы. И поэтому смотреть на заднюю крышку в данном случае приятно. Здесь вроде бы напрашивалась какая-нибудь еще и гравировка Василия Блаженного. Но здесь спереди у нас на циферблате это все есть. И плюс на механизм все-таки посмотреть приятно. Он сделан классно. Здесь прям, ну, красота. Да. Турбиончик такой во всей красе, женевские волны. Прям красотулечка, хорошо. Ну и понятное дело, что на циферблате мы также видим турбион, его работу. И здесь приятная полировочка идет. И центральное место, здесь, кстати, еще логотип, который не так уж и ярко, и он не отвлекает на себя внимание. Ну, а авантюрин, да, и изображение собора Василия Блаженного очень красиво сделаны, кстати, посмотрите. Детализация очень приятна. Так прям скрупулезно, да, кропотливо. И еще вот это вот небо такое, да, переливается, звезды. Сделано классно. То есть, если вы как раз вот что-то такое хотели, да, чтобы это было ярко про Москву, может быть, на память, да, то в этом случае сделано классно, сделано красиво. Да,
Слушайте, впечатляет. На картинках смотрел, ну как-то вот не понимал, но вот вживую, да, когда вблизи присматриваешься, здесь очень красиво. Циферблат сделан супер. Так, давайте я, кстати, еще не смотрел, что у нас по весу. Что-то засмотрелся, да, на собор. Но по весу, в общем, что? 97-98 грамм, а на каждый день вполне себе эти часы подойдут. Ну и давайте подводить итоги. Здесь, конечно, достаточно сложно их подводить. В принципе, я уже, наверное, свою позицию сказал, для кого, на мой взгляд, эти часы предназначаются. Поэтому не пишите сейчас, что вот там, дескать, зачем, там на циферблате ничего не читается, собор Василия, да, это как бы кич, там, да, опять же, можно приплести хохлому, там, и все прочее подобное. Но нужно понимать, что, во-первых, есть туристы, во-вторых, есть коллекционеры, в-третьих, есть вот кто-то хочет кому-то что-то подарить на память, в-четвертых, есть люди, которые действительно хотят, чтобы у них был циферблат вот Москва, лимитка, собор Василия Блаженного, еще турбик, прям шикарный. При том, что исполнено это все реально круто. Поэтому вполне для вот этих целей, для этой спецификации сделано приятно. То есть придраться с точки зрения исполнения мне здесь абсолютно не к чему. Конечно, модель абсолютно не моя, то есть, ну, в принципе, да, я, например, подобного плана часы не ношу, но я понимаю, кто их может носить, и я понимаю, что модель сделана шикарно, просто роскошно, очень. Поэтому это интересно, знаете, это именно для такой небольшой, достаточно узкой ниши, и, как мне кажется, правильный подход, потому что есть некоторые компании, которые работают примерно в той же стилистике, но у Диагана, во-первых, турбион, во-вторых, классно исполнено, а в-третьих, все-таки относительно этих часов, ну, вы, я думаю, знаете, да, эти российские фирмы, сделаны намного дешевле, поэтому круто, круто. Слушайте, прикольно. Вообще, знаете, в коллекции, возможно, я бы даже тоже захотел, чтобы у меня было что-то такое, потому что мне нравится. Мне нравится собор Василия Блаженного, я люблю Москву, и, наверное, для меня здесь тоже какая-то вот такая частичка интереса к такой стилистике на циферблате тоже есть. Пишите, как вам эта модель. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.